Мир всем, друзья мои. Я извиняюсь, что меня так долго не было, но я болел. Поэтому были только шортс, видео. Наконец, пришел в себя и решил сделать небольшое видео. Такое немножко отвлеченное, скажем так, хотя и по теме. И речь у нас сегодня пойдет о качествах, которыми должен обладать успешный, подчеркиваю, успешный, не каждый велосипедист. Для того, чтобы быть успешным, чего-то добиться, нужны определенные качества. И об этих качествах мы сегодня поговорим. Первое – это приверженность. Что я подразумеваю под приверженностью? Не путайте, пожалуйста, с фанатизмом слепым, когда с человеком даже поговорить не о чем. Он только о велосипедах может разговаривать. Когда человек там забросил все и живет только велосипедом. Это фанатизм. Я говорю о приверженности. Приверженность – это когда человек действительно живет велоспортом, когда он всячески старается планомерно, усердно двигаться вперед и добивается каких-то высот. Еще раз подчеркиваю, планомерно. Ибо тренируясь, когда время будет, так еще никто не добивался чего-то серьезного. Вот. Приверженность – это когда человек планирует свои действия, когда он ставит цели, когда он идет к этим целям, когда он изучает теорию, переносит это на свою практику. Вот. Когда так или иначе его интересы все связаны с велоспортом. Но при этом и не забывать о более важных вещах, к примеру, как о семье. Вот это я называю приверженностью. Вторым, наверное, по важности качеством является, терпеливость, что ли. Уметь терпеть, уметь переносить трудности, как и общего характера, так и непосредственно во время занятий велоспортом. Иначе, если человек не может терпеть, то я считаю, в принципе, в велоспорте ему делать нечего. Еще одним качеством является усидчивость. Наверное, это можно было отнести, в принципе, и ко второму качеству. Но я все-таки решил выделить это отдельно. В чем это заключается? В том, что все-таки иногда приходится заниматься не только тем, что тебе нравится, что тебе весело, как говорится, в кайф, но и просто тупо, допустим, накатывать часы, объемы для того, чтобы раскатиться, например, весной. И, как я вот заметил, у многих этой усидчивости, не знаю, для терпения, что ли, не хватает. Поэтому люди приступают к интервалам, прежде чем нормально раскатаются, и потом начинаются проблемы со здоровьем или просто тупо нету прогресса. В общем, ничего хорошего из этого не выходит. Ну и опять же, усидчивость нужна хотя бы для того, чтобы изучать какие-то материалы. Они, как правило, тоже объемные. Вот, что касается велоспорта. Еще одним качеством, которым должен обладать велосипедист, ну, по крайней мере шоссейник, это аналитический склад ума. Уметь анализировать, уметь считать, дружить с математикой. Ибо во время гонки
это все реально нужно. Недостаточно просто смотреть, что вокруг происходит. Надо еще как-то реагировать. Ну, если, к примеру, вы будете реагировать на каждую атаку, то у вас не хватит и на половину гонки. В лучшем случае доедете в конце пелотона, в худшем в лимит времени вообще не уложитесь. Поэтому надо уметь просчитывать. Ну и, пожалуй, еще одно такое качество, как устойчивость или невосприимчивость к суровым условиям погодным всяким. Ибо если на улице идет дождь, как правило, гонку никто не отменяет. И если вы не можете ездить под дождем, то для вас это будет сплошная мука. Вот. То же самое касается ветра. Некоторые ребята любят усердно тренироваться на станке, потом выезжают на улицы и не могут ничего показать, хотя ваты на станке впечатляли. А все почему? Потому что велоспорт — это аутдорный вид спорта. Вы на улице, а здесь и ветер, и дождь иногда, и машины, и очень много других помех, плохие дороги. К этому надо быть готовым. Если вы не можете это все переварить, то, наверное, то же самое в велоспорте делать нечего. Ну, все, что я сказал, не обязательно обладать всеми этими качествами. Многие из них просто тренируются со временем. Вот. Поэтому не отчаивайтесь и не думайте, что если у вас какого-то из этих качеств нету, то вы прям-таки непригодны для велоспорта. Если у вас есть хорошая мотивация, если у вас есть желание, то вы всегда сможете добиться того, что у вас эти качества появятся. Так что всем удачи и хороших тренировок, здоровья!